В данном видео рассмотрим работу API для Zabbix. Работу будем рассматривать через обычные команды на Shell, как на Linux, так и на Windows. В большей части это будет Linux Bash. Работа будет происходить через curl. В начале немного информации, обратимся к Википедии. На Википедии здесь это говорится то, что это программный интерфейс приложения. В нем доступны различные способы, набор классов, процедур, функций, структур или констант. Здесь описываться в целом общем, то есть не конкретно для Zabbix. Данный интерфейс у нас упрощает процесс программирования или создания приложений, служит для упрощения ввода-вывода различной информации. Также данный протокол используется для связи различных программ между собой. Далее переходим к официальному мануалу Zabbix. В официальной документации находим раздел API. Здесь вначале у нас идет описание принципа работы API, для чего он нужен, например, создание новых приложений для работы Zabbix, интеграция Zabbix со сторонним программным обеспечением, автоматизация рутинных задач. Zabbix API работает посредством веб-интерфейса, использует протокол версии 2.0, состоит из набора отдельных методов, запросы и ответы между клиентами API являются закодированными. Структура относится к нескольким методам. Основные методы — это запрос, создание, обновление и удаление. Выполнение запросов можно использовать HTTP-запросы, обращаясь к следующей странице Zabbix. Также есть готовые библиотеки на различных языках программирования. Ниже идет пример аутентификации, как выглядит запрос авторизации в системе Zabbix. Далее идет пример ответа. Далее получение узлов сети, пример запроса и другие различные примеры. Данные способы у нас похожи на запросы в базе данных в MySQL, либо любой базе данных. Здесь у нас даже сходятся таблицы в базе данных. Например, возьмем таблицу триггеров, нажимаем объект триггера. Далее переходим в phpMyAdmin, находим таблицу триггеров. Далее, если сравнить данные столбцы с описанием объекта в API, то данные объекты у нас в целом совпадают со столбцами из данной таблицы. Также, если выполнить какой-то запрос, то есть если сравнить с запросом, здесь у нас запрос данных, далее создание данных, обновление и удаление. Только здесь у нас синтаксис базы данных используется и интерфейс базы данных. Здесь же у нас используется определенный синтаксис запроса через API и используется он через веб-интерфейс. Рассмотрим синтаксис запросов. Здесь у нас перечислены основные методы. Далее приведен пример авторизации, выхода, создания узла сети, создания триггера. Далее HTTP запрос для вызова API должен иметь заголовок. Есть три варианта заголовка. Рассмотрим первый пример — это авторизация, получение токена. В начале запроса указываем JSON RPC, то есть у нас будет версии 2.0. Далее указывается метод, который вызывается. Например, авторизация пользователя. В дальнейшем это может быть создание, удаление, обновление. Далее у нас идут параметры, которые мы задаем. В данном случае мы задаем имя пользователя, стандартное у нас админ. Далее задаем пароль, пароль стандартный у нас Zabbix. Далее указываем произвольный идентификатор, в данном случае указываем 1. В других остальных случаях мы еще будем указывать ключ аутентификации, токен, который мы получим. После выполнения запроса у нас будет ответ в виде результата, то есть здесь будет выдан токен в данном случае. В других случаях здесь выдается результат запроса для определенной команды. Если синтаксис команды неправильный, либо имеются какие-то ошибки в запросе, здесь будут у нас выходить ошибки. Ниже у нас идут еще дополнительные данные, которые могут использоваться в запросе для дополнительного возврата данных. Примеры аутентификации, то есть здесь у нас команда для авторизации, запроса используемой версии, выход из API. Здесь поставляется токен, запросы из командной строки. Пример запроса через curl. Здесь используется следующий синтаксис команды. X у нас означает показывать, что в запросе будет использоваться какой-то метод. Далее данные пост у нас обозначает создание ресурса. Далее идет ссылка на API Zabbix. Далее идет hash. Hash у нас обозначает передать заголовки на сервер. Для каждого заголовка включаем дополнительный hash, если это необходимо. У нас используется следующий заголовок. Далее d дата отправить данные методом post, то есть то, что мы передаем на сервер, сам запрос. Второй вариант команды. Здесь у нас используется полное описание.
бесшумный или тихий режим. Также он у нас не показывает индикатор прогресса или сообщение об ошибках, выдает только запрошенные данные. Следующая опция у нас заставляет curl показывать сообщение об ошибках, если оно терпит неудачу. То есть первая у нас скрывает, вторая у нас наоборот, как раз таки конкретно только для вывода ошибки. Следующая опция у нас продолжает работу с небезопасными серверами, игнорируя ошибку SSL. Те сервера, где у нас нету HTTPS, то есть, например, HTTP, дополнительно прописываем данную опцию. Далее у нас идет то же самое, что и в первой команде. Передаем заголовок на сервер, далее передаем данные и указываем, куда передаем данные. В командной строке Linux и Windows немножко отличается параметр ввода. То есть здесь, если мы запрашиваем из командной строки экранировать двойные кавычки, не нужно. Экранировать двойные кавычки нам необходимо будет только в самом скрипте. При запросе из командной строки это делать не обязательно. Из командной строки Windows здесь уже нам необходимо одинарные кавычки поменять на двойные. Также все остальные двойные кавычки, которые нам необходимо передать, их нужно экранировать и делаем запрос. Далее в примерах у нас будет меняться только средняя часть. То есть здесь у нас будет, например, создание, обновление, удаление данных. Также прописываются дополнительные опции, например, фильтрация, то, что нам необходимо выбрать из запроса. Далее рассмотрим это на примерах. Копируем первую команду, выполняем. Здесь мы получили версию Zabbix 4.2.1. Выполним следующую команду, копируем, выполняем. Также все выполнилось, то есть разницы, куда у нас подставляется URL в начале или в конце команды, здесь нет. Переходим к следующей команде, копируем, выполняем. Здесь мы получаем токен, либо идентификатор для авторизации в дальнейшем. Также аналогичная команда, но для Windows. Выполним данную команду с Windows, выполняем. Также получили токен авторизации. Данная команда также у нас должна выполниться и на Linux. Получили токен авторизации. Далее на узле тест попробуем создать триггер со следующим названием. Данный узел тест. Триггера здесь у нас данного нет. Здесь у нас только деактивированные. Копируем данную команду. Здесь нам нужно поменять ключ авторизации. Возьмем, например, его отсюда. Удаляем старый ключ, ставим новый и выполняем. Итак, результат у нас выдал то, что триггер создан со следующим ID. Проверяем, нажимаем «Применить». Здесь у нас появился триггер, перейдем в него. ID триггера у нас присутствует в ссылке. То есть здесь у нас 68041 и здесь. Здесь у нас в принципе заданы параметры по умолчанию, то есть описания нет. Галочек здесь никаких дополнительных нет, есть только условия и имя триггера. Также данный триггер у нас активирован. Удалим данный триггер. Триггер у нас удален. Выполним аналогичную команду для Windows. Здесь у нас по-другому сделано экранирование строк. Также здесь у нас добавлено чуть больше слэшей, также для экранирования. Выполним данную команду с неправильным ключом авторизации. Для примера, здесь мы получаем ошибку, то что у нас данная сессия не авторизована. Заменим ключ для авторизации. Выполняем. Команда выполнилась успешно. Триггер у нас создан. Заходим, проверяем. Триггер у нас создался. Все аналогично. Удаляем данный триггер. Переходим далее. Упустил один момент, то что здесь у нас равно 800 в триггере. А здесь у нас больше 800. И знак больше здесь у нас экранирован. Так как если его не экранировать, то в CMD он это воспринимает как вывод. То есть вывести в какой-то файл, либо куда-то передать вывод дальше. И выходит у нас ошибка. На этом символе у нас происходит деление команды. Для того, чтобы этого не происходило, используем экранирование. Также проверим данную команду. Данную команду разбила у нас на несколько строк. Объединим ее в одну. Также сразу подставим ключ. Копируем ключ.
Заменяем. Копируем команду. Выполняем. Команда у нас выполнилась успешно. Проверяем. Триггер у нас создался. С параметром больше 800. Удаляем. В данных командах у нас был метод создания триггеров. Далее, здесь у нас будет запрос триггеров. Будем запрашивать на узле тест триггер со следующим именем. Получать данные мы будем триггер ID, описание, приоритет и статус. Копируем данную команду, ставим действующий ключ, выполняем. И получаем 0 триггеров. А получаем мы 0 триггеров, потому что у нас неправильно задано имя триггера. Для этого возьмем действующее имя. Стираем старое имя, выполняем и получаем в ответ список наших триггеров. Здесь мы получаем такое непонятное выражение, так как это русские символы. Для того, чтобы их прочитать, преобразуем вывод, копируем, пишем эхо Е, обязательно Е, далее в кавычках, вставляем копированный вывод и выполняем. Здесь ему не понравились скобки в имени. Ну тогда, например, возьмем просто вот данную строку, выведем ее в эхо Е, ставим кавычки, выполняем. То есть здесь у нас слово датчик. В дальнейшем в скрипте на баше, если мы будем запрашивать какие-то данные, которые содержат русские символы, для этого нам необходимо использовать эхо Е плюс экранирование. Иначе мы получаем вывод следующего вида. Далее запросим только активированные триггеры. Для этого в фильтре указываем то, что мы запрашиваем активированные триггеры. Изменим имя, действующий ключ, выполняем, удалились кавычки со скобками, выполняем и получаем 0 активированных триггеров. Активируем любой триггер, выполним повторно данную команду, выполняем, получаем в ответ 1 активированный триггер. В данном случае узел у нас должен быть активированный, триггер также активированный. Аналогичная команда у нас ниже. Здесь у нас просто изменен параметр для активированного триггера, то есть это означает одно и то же. Далее, пример, как активировать триггер, если у нас деактивирован. Новый ключ. Здесь изменим ID триггера, который нужно активировать. Например, возьмем данный триггер. Здесь он у нас не активирован. Берем ID данного триггера, подставляем, выполняем. Результат выполнено успешно. Проверяем. Данный триггер у нас активирован. Здесь у нас галочка появилась. Также есть пример для Windows в данном случае. ID триггера можно получить при запросе триггера по имени на конкретном узле. В выводе информации забираем ID и подставляем в нужную нам команду, например, обновление триггера. И выполняем необходимое обновление. То есть либо активируем, деактивируем, меняем условия, добавляем условия, либо переименовываем триггер. Все, что нужно изменить уже в существующем триггере, используем данный метод и подставляем свои значения. Следующая команда — это выход из Zabbix API. Подставляем идентификатор, из которого нам необходимо выйти. Выполняем. Выход успешный. Данный ключ у нас больше не действующий для авторизации, для выполнения любых команд. То есть после работы с API необходимо делать выход, иначе будет копиться слишком много сессий неразорванных, которые как в плане безопасности нам ни к чему, а также копить целый список авторизованных пользователей также не стоит, поэтому делаем выход. Ниже приведен пример для создания триггера, официальный мануал. Здесь в русской версии немножко неправильно прописан пример, так как здесь у нас есть открывающая скобка, но нет закрывающей скобки. Но если посмотреть это в английской версии, то здесь у нас есть открывающая скобка и закрывающая скобка. Местами попадаются такие примеры. Меняем язык на другой и смотрим, как прописан пример на другом языке. Здесь у нас есть объект триггера, то есть идет описание, какие команды применяются. Далее у нас есть как создавать зависимости для триггеров, создание триггера, удаление зависимостей триггера, запрос информации об триггере, обновление триггера. Далее рассмотрим примеры со скриптами, где у нас происходит автоматическая авторизация, далее подстановка данных, выполнение команды и выход.
Если команда не выполняется, выходит в ошибку, то есть условия заданы неверно, то также происходит выход. Продолжение о работе скриптов будет во второй части видео.